Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач из Израиля. Но, у меня в студии два замечательных, интересных человека. Они сейчас представятся и расскажут, кто они и на какую тему мы будем говорить. А пока я хотел бы сказать, что это первое видео, и надеюсь не последнее, которое я буду звать интересных людей, и у них есть свое мнение на разные вопросы и взгляды. Забегу вперед, скажу, что будем говорить о политике. Если вам это интересно, оставайтесь с нами и не переключайтесь. А теперь представляйтесь. Итак, всем привет. Я Влад Пугач. Имею счастье быть замечательным братом замечательного Евгения. Меня. Да. Я пожарный добровольно-спасательного подразделения Центра страны, фельдшер скорой помощи. И сегодня мы будем говорить о наиболее релевантных, если и таких вот злободневных политических тематиках, с которыми мы неизбежно столкнемся. Илюш, прошу. Добрый вечер, меня зовут Илья Левин. Вообще деньги я зарабатываю тем, что работаю механиком. Но помимо этого занимаюсь общественной работой и волонтерской деятельностью. Сегодня то, с чем мы сюда пришли, так как наша страна находится в преддверии выборов, то мы хотели бы сделать краткий обзор политических партий и движений, которые на эти выборы собираются идти, и более того, надеются представлять нас всех в следующем Кнессете. Наши новые наемные работники. Скажем так, наши новые слуги народа, которые мы в данном случае представляем, очень хочется надеяться, что они будут нашими слугами, а не сделают наоборот. Они как всегда. Они как всегда. Илюш, скажи, пожалуйста, так. Прежде всего, хотелось бы понять ситуацию. Это далеко не первые выборы в бесконечной цепочке и света последних событий. Как ты считаешь, есть ли шанс, что эти выборы будут окончательными, характерными, сформировавшимися, которые, собственно говоря, создадут нам новый уровень жизни, новый уровень безопасности и новый уровень достатка? На самом деле, даже страховой лой не дает стопроцентной гарантии. Поэтому давайте исходить из того, что будем надеяться, так как в свете последних опросов практически 70% страны, населения страны определяет себя как правых в разной степени. А что такое правые? Что такое правое? Нет, я прекрасно знаю, кто такие правые, потому что я сам являюсь правым. Но мне просто интересно услышать, вот просто для зрителей, которые не знают, не имеют понятия о израильской политике, или те, кто недавно репатриировался и не понимают, что тут и как, я думаю, это надо пояснить. Израильская политика на самом деле предполагает, что вот это вот деление на левых и на правых на сегодняшний день, оно у нас очень условно. Почему условно? Потому что лагеря, два лагеря, в которых смешалось все, как в доме Облонских. Один лагерь рак Биби, второй рак Ло-Биби. Для тех, кто не знает, объясним, вопрос идет о нашем бывшем премьер-министре Биньямине Нетаньяху, герое Израиля, который, правда, 12 лет уже был у власти. Может быть, даже некоторые считают, что это уже и многовато. Но в то же время есть очень много представителей мелких партий. Самое смешное, что представители многих мелких партий, они как раз-таки вышли из его партии. То есть они из его лагеря. Кроме меня. Да. Ну, в данном случае мы говорим о лидерах партий, мелких, которые считают, что они готовы бросить вызов, ну, скажем так, льву израильской политики. Своему учителю. Да, своему учителю. Каждый ученик старается превзойти, и поэтому у нас на сегодняшний день это деление на левых и на правых очень условно. Если мы возьмем, к примеру, Авигдора Либермана, который лидер партии Исраэль Бейтейну, который был вроде бы всегда в Ликуде и даже считался русской частью Ликуда, то сегодня он и правее него, как он говорил, только стенка, то сегодня он сидит в одном правительстве с партией Мерец и с арабами, на которых он обещал назвать все кары небесные. Ну, давай, наверное, мы не будем говорить про него, а да, будем давай уйдем от него, партии. И вернемся к нашей партии. Окей, Илюша, поскольку ты уже упомянул два таких вот основных политических течения, одни из вот главенствующих, это Мерец и Либермана, давай возьмем краткий обзор существующих как бы вот политических партий, движений. Это только, пожалуйста, партии, которые реально, по идее, заходят в Кнессет, а не просто та партия, потому что я тоже в какой-то из партий, но я не уверен, что эта партия куда-то пройдет, но все-таки. Ну как-то куда-то.
Раз ты уже ее представляешь, она уже имеет право на жизнь. Имеет право на жизнь, но шансы попадания в Кнессет минимальны. Давайте начнем с того, что у нас есть 53 партии и движения политических, которые идут в Кнессет. 53. Мы не будем говорить о всех 53, нам не хватит ни времени, ничего. Но давайте начнем с самых крупных. Начнем с партии Ликуд. С партии Ликуд, которую сегодня возглавляет Биньямин Нетаньяху. Кстати, у нее есть интересная особенность. Есть две партии в израильском политическом спектре, которые основаны на демократическом принципе. Как это не смешно, это антагонисты. Это партия Ликуд, о которой мы говорим. Почему? Потому что в ней лидер избирается большинством. То есть люди голосуют, кто победил, тот победил. И также таким же образом формируется список тех депутатов, которые идут в Кнессет. На самом деле, когда мы говорим о Ликуде, это не партия, это политическое движение. Политическое движение, которое выросло на базе такого движения, которое называлось Херут. И в основе этого движения лежит учение Зеева Жаботинского. И когда кто-то говорит иногда о русских партиях, вот интересно заметить, что... Сейчас, одну секундочку, небольшая вставочка от меня. Когда мы говорим русские партии, да, мы не имеем в виду выходцев из России, а говорим о всех выходцев, кто приехал в Израиль и говорит на русском языке. Да, из бывшего постсоветского пространства. Именно так. Поэтому, если вы вдруг слышите русские, это не значит, что конкретно те, кто приехали из России. Совершенно верно. Уточнение принимается, оно очень важно, потому что многие действительно обижаются. Так вот, Зеев Жаботинский, так как он написал основные все свои работы на русском языке, поэтому Биньямин Нетаньяху иногда говорит, что вам нужны русские, вот я у вас главный. Да, смешно. Какие плюсы есть в партии? Она стабильно набирает больше 30 мандатов в 120-местном израильском Кнессете, что является и автоматически становится наибольшей партией и претендующие на главенство. Не всегда получается, как мы видим в последний раз. Да, последние разы, да. Но из плюсов можно отметить то, что она ратует за свободную экономику, во-первых, за сохранение еврейского характера нашего государства. Сейчас еще одну секундочку, тоже очень важно. У нас не агитационная, это не какая-то агитация, мы именно проходимся по партиям. Поэтому по каждой из них. Каждая из них получит свое. Да, это очень важно. Это ни в коем случае не какая-то предвыборная кампания. Совершенно верно. Ратует за свободный рынок, за сохранение еврейского характера государства и категорически не приемлет идею создания палестинского государства. Как бы это ни говорили, это плюсы. Какие минусы? Вот все-таки после последних нескольких выборов лидеру этой партии не удалось создать правительство, и поэтому это можно назвать основным минусом. Будем надеяться, что в этот раз он будет более удачливым. Теперь давайте перейдем к следующей партии. Следующая партия по количеству мандатов – это партия Еш Атид, что переводится на русский язык «Есть будущее». Не знаю, есть люди, которые хотят съесть это будущее прямо сейчас. Да. Вот это партия Еш Атид. Во главе этой партии стоит Яир Лапид, харизматичный журналист. Очень основной его особенностью и самым большим минусом является то, что у него нет даже среднего образования. Как это ни странно, в Израиле вот бывают евреи, у которых нет диплома о высшем образовании. Но очень многие израильтяне помнят его отца, Лапида старшего, который был действительно очень ярким журналистом и который создал эту партию и оставил ее сыну. За что голосует эта партия? Вы знаете, вот если бы меня спросили сегодня, кто главный враг этой партии, я бы сказал, что это Яир Лапид. Почему? Потому что в израильском политическом спектре есть консенсус по поводу двух государств для двух народов. Вроде бы о нем все благополучно забыли. Как стоило Яиру Лапиду попасть в ООН, первое, что он вытащил, это замшелый вариант о двух государствах и двух народах. Илья, скажи, пожалуйста, ты намереваешься сейчас как бы эту тему развить, заострить и объяснить по поводу этой формулы, насколько она приемлема для нашего государства? Нет, не сейчас. Мы не говорим о политике, мы даем краткий обзор только политических партий. Замечательно. Продолжим. Плюсом этой партии является то, что у нее на реальных местах есть 3 русскоязычных представителя, которые, по всей видимости, войдут в нынешний Кнессет.
То есть это ее самый большой плюс, и я думаю, что это в какой-то мере нивелирует неудачи ее лидера. Следующей по величине партии, по крайней мере так, как это следует по опросам, у нас идет Махане Мамлахти. То есть, если переводить на русский язык, это государственный лагерь. Он действительно объединяет в себе 3 начальников генерального штаба, что само по себе является достаточно редким явлением. 3 генерала. 3 генерала. Вы знаете, как 3 генерала одного мужика заставляли работать? Вот это примерно ситуация, которая связана с этой партией. Самый большой минус этой партии – это то, что она определяет себя как центристская. А израильская политика построена таким образом, что центристская партия обычно существует одну каденцию. Это типа как или штаны одели, или крестик. Да, куда-то надо деваться, но вот 3 генерала объединились для того, чтобы каким-то образом куда-то прийти. Может быть, на кого-то повлиять, перетянуть на себя голоса. Ты знаешь, самое смешное, что вот вроде бы 3 генерала, да, и 3 действительно боевых генерала. Кстати, самым большим плюсом у них является то, что пенсии они себе выбили, да. То, что доктор приписал. Да, о себе они позаботились. О себе они позаботились, но в то же время 3 боевых генерала, хочется надеяться, что кто-то поверит в то, что они, по крайней мере, могут обеспечить безопасность. По крайней мере, что-то хорошее надо о них сказать. Окей, Илюша, основной акцент и деятельность этой партии заточена на безопасность, на развитие, потому что, когда ты упоминаешь 3 генералов, автоматически получается ассоциация с тем, что у них будет фактор безопасности главенствующий. Либо же там у них экономика, политика, развитие, медицина. Есть ли какие-нибудь основные приоритеты, кроме того, что они генералы? Смотри, в Израиле очень любят генералов, потому что наша страна... Действительно, болезненная наша тема – это безопасность. Но в то же время я хочу сказать, что на своей жизни я не очень много видел генералов удачных политиков. Хотя, как люди, они, естественно, очень уважаемые. И, в конце концов, офицер, который смог стать начальником генерального штаба, подняться до верха израильской иерархии военной, это чего-то стоит. Поэтому хочется надеяться, что они смогут себя проявить. Опять-таки, это плюс то, что мы надеемся. Минус это то, что я всегда говорю, что партии центра долго не существует. Да, потому что все время придется брать или левую сторону, или правую. Да, куда-то надо деться. Потому что если 70% населения определяют себя как людей правого лагеря, остаться в центре, это значит ни там, ни сям. Да. Тогда как объяснить то, что генерал, военный человек, отвечающий изначально за безопасность и сохранность израильского государства, занимает центрическую позицию и не имеет какого-то определенного выраженного политического курса? Я думаю, что это больше связано с тем, что генералы... Есть очень страшная тема, я не хотел бы сейчас касаться. Это тема, которая касается фонда Векснера. Опять-таки, мы поговорим на эту тему сегодня. Мы говорим сейчас о неполитических вещах. Значит, будет продолжение. Да, значит, друзья, будет продолжение. Я думаю, что на эту тему будет смысл поговорить. Но... Скажем так, это будет потом. Следующее, о ком бы хотелось бы сказать, это партия Мерец. Опять-таки, одна из тех партий, которые, стали, я бы сказал, сохраняют до сегодняшнего дня такое понятие, как демократический принцип. Почему демократический принцип? Потому что в Мерец тоже проводятся выборы, большинство голосов выбирается лидер. Я думаю, что это единственный плюс, который есть у данной партии, потому что они сегодня находятся на уровне 4-5 мандатов. И то есть на грани, чтобы в Кнессет попасть, надо получить не 1, не 2, не 3, а минимум это 4 мандата. Да. То есть 3,75 наш порог избирательный, и поэтому... Но в то же время, опять хочу подчеркнуть, что это партия, которая является демократической по своему принципу и легитимной партией, к сожалению, на левом фланге израильской политики очень тесно. И поэтому таким партиям, мне кажется, сегодня уже очень трудно. Да. Следующая партия, которую бы хотелось упомянуть, это религиозные сионисты. Сегодня это партия, которая пытаются обвинить во всех грехах. Естественно. Почему? Потому что мало того, что религиозные, еще ко всему и сионисты. И
лидеров этой партии пытаются обвинить чуть ли не в том, что они представляют собой ультрареакционное течение, хотя самый большой отклик эта партия находится среди молодежи. Как ты это объяснишь, Илья? Я могу это объяснить только одним, потому что лидеры этой партии, ну, скажем так, говорят то, что делают. То есть тот же Итамар Бен-Гвир, который является лидером этой партии, он на сегодняшний день, ну, мне кажется, политик, который не носит никакой маски. То есть вот он говорит то, что он думает, и поэтому это вызывает достаточно большую злобу у представителей левого лагеря и, ну, скажем так, осторожный какой-то оптимизм у представителей правого лагеря. Я понял. Скажи просто, Илья, его эпатаж и его манера выражения, общения и некий созданный, сформированный образ, он предвыборный? Он такой всегда. Да, вот это самое смешное, что он такой всегда. Вот это то, что привлекает в нем ту же молодежь. Я извиняюсь, что я влезаю просто. Нет, понятно. Вопрос в другом. Насколько это будет актуально, опять же, повторюсь в этом вопросе, для рядового обывателя. Его эпатажность... Смотри, я думаю, по крайней мере, все, что он говорит, он делает. Он еще ни разу, я не помню хоть один раз, что он что-то сказал, что он будет делать, и он этого не сделал. И самое интересное, что он ведь адвокат. И на сегодняшний день еще никто не поймал его на том, что он, да, действительно что-то либо вышел за рамки закона, либо сделал что-то не так. И в то же время я хочу заметить, что те люди, которые интересуются израильской политикой и, например, прочитают труды того же Бен-Гуриона, они с удивлением, я думаю, обнаружат там отклик от Бен-Гвира. То есть Бен-Гвир примерно говорит то, что когда-то говорили лидеры левых социалистов. Это мы сегодня стали настолько, скажем так, приниженными и безропотными, что боимся сказать что-то. Когда-то были лидеры, которые говорили об этом совершенно спокойно. Окей, как это выражается в его политических и социальных деяниях, которые непосредственно отразятся на нас? Ну, во-первых, я, например, слушал его экономическую речь, посвященную экономике. Он говорил очень разумные вещи, совершенно не уходя в какие-то крайности. То есть, опять-таки, мы не будем делать рекламу сейчас Бен-Гвиру. Мы просто говорим, что вот эта партия, правая партия, я бы сказал, крайне правая партия, которая популярна среди израильской молодежи. Последний вопрос по поводу этой партии. Если убрать религиозную составляющую, можно ли сказать, что эта партия в максимальной концентрации представляет собой то выражение мыслей, тот ход политических событий, к которому стремится основная часть? Хотя бы нет, я бы так не сказал. Я бы так не сказал. Почему? Потому что религиозный сионизм – это особенность израильская. Неотъемлемая? Нельзя сказать неотъемлемая. У нас страна, все знают, что там, где есть два еврея, есть три мнения. Так. Поэтому в нашей стране добиться, чтобы у кого-то было большинство, у нас никогда в жизни не было ни у кого 61 мандата. То есть всегда нужно было сделать коалицию. То есть даже у половины народа не бывает одинакового мнения. Именно поэтому в Израиле, скорее всего, невозможно сделать 2, 3 или 4 партии, и все. У каждого есть свое мнение, да. Ну, хотя все эти партии, которые именно израильские, именно которые связаны с нашей страной, они, те ребята, которые живут за забором, они все любят Израиль по-своему, но любят. Да, и каждый считает, что он приведет Израиль к победе или к лучшей жизни, но своим путем. Да. Поэтому, да, это нужно... Причем даже левые или правые, неважно, как у нас смотрят. Но все они любят страну. Все они любят страну. Теперь мы коснемся блока религиозных партий. Почему? Потому что вот это, мне кажется, блок религиозных партий уже очень четко отражает настроение нашей страны. Даже так. Почему настроение нашей страны? Потому что у нас есть партия ШАС. Партия религиозных сефардов. Сефарды – это люди, выходцы из восточных стран. То есть вообще это выходцы из Испании, но у нас это стало общим названием, поэтому выходцы из восточных стран называются сефардами. В своей экономической части они очень близки к социалистам. А в том, что касается политической программы, они поддерживают национальный лагерь. Поэтому вольно или невольно являются правыми. Это вот такой вот вариант в израильской политике. По поводу них я хочу кое-что спросить. Да. Есть такое мнение, что они говорят, ребята, очень просто. Кто нам больше даст денег, к тем мы и пойдем. Я бы так не согласился с этим самым. Почему? Потому что
То, что касается партии ШАС, да, она очень зависит от того, сколько денег получат ее избиратели. Почему? Потому что основная масса ее избирателей – это социально слабые, экономически слои. Поэтому им важны социальные дотации. Но в то же время я бы так не горячился. Почему? Потому что эти партии уже пытались перекупить. Последнее правительство пыталось купить эти партии, они не пошли. Скажи, пожалуйста, Илья, эта партия будет, назовем это проще, обслуживать свой непосредственно принадлежащий им религиозный лагерь, либо же у них есть более широкая политика для любого спектра общества, для разных классов нашей страны? Нет, это надо отдать пример, что это секторальная партия, и это ее самый большой минус, и она будет обслуживать интересы только своих избирателей. Замечательно. Теперь, следующая партия, которая у нас есть, это Иадут Атара. На самом деле, это объединение, я бы сказал бы, того, что объединить нельзя, но они объединились. Почему? Потому что с одной стороны хасиды, со второй стороны еврейство Торы. То есть, мягко скажем, они не всегда друг к другу уважительно относятся, но в том, что касается политики, все-таки еврейские мозги возобладали, и они сумели объединиться, дабы не уходить за электоральный... Они любят свою страну, и они понимают, что так они добьются вместе большего. Совершенно верно. Это вынужденная коалиция, либо же... Я бы сказал, что это коалиция вынужденная. Почему? Потому что если они разделятся, значит они потеряют голоса. А потеряв голоса, они потеряют влияние. Так, поэтому здесь деваться некуда. То, что касается, опять-таки, то же самое, что в партии ШАС, они социалисты в экономике и прагматики, представители национального лагеря в политике. Разница между ними только в одном. Если с одной стороны мы видим представителей религиозного лагеря, выходцев из восточных общин, то со второй стороны мы видим ашкеназов, то есть выходцев из Европы. То же самое. Обслуживание секторальных интересов? Или секторальная. Это секторальная партия, которая обслуживает интересы своих общин. И надо сказать, что нашим политикам надо было бы очень поучиться, если бы у русскоязычной общины были политики, которые настолько заботятся о своей общине, то я думаю, что сегодня представители русскоязычного лагеря были бы во главе страны. К сожалению, время Натана Шаранского прошло. Я хочу сказать, что да, время Натана Шаранского прошло, и я думаю, смотри, всегда у всего есть свое время. То есть время его прошло, хорошо, и мы, кстати, прямо на этой ноте и коснемся партии НДИ, партии «Наш Дом Израиль», который я откровенно не очень люблю и открыто про это говорю. Но это мое мнение. Это, то есть, смотри, имеешь право. На то у нас израильская политика, чтобы у 3 евреев не было общего мнения, это однозначно. Было 4 мнения. 4, если 4. Мы бы еще договорились. То, что касается партии НДИ, это тоже секторальная партия. Единственная проблема, я вот сегодня думаю, кто проведет больше русскоязычных депутатов в Кнессет? Партия Ешетит или партия «Наш Дом Израиль», несмотря на то, что она якобы себя позиционирует как партия, представляющая интересы русскоязычных. Вот секунду, на этой вот замечательной ноте хотелось бы задать наиболее актуальный вопрос. Почему партия НДИ взяла на себя такое флагманское движение и некое знамя представления некой русскоязычной улицы? Каким образом они себя позиционируют с проблемами русскоязычных? И почему в данном случае они решили отображать эти проблемы, представьте, в Кнессете? Я их об этом не просил. Разумеется. Смотри, я думаю, что есть очень много людей, которых об этом не просили, об этом говорит количество их мандатов, хотя у них тоже есть достаточно яркие депутаты, но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что эта партия до сегодняшнего дня использует положение, в котором находится большая часть, относительно большая часть русскоязычного населения, которое не владеет ивритом и не имеет других источников информации. То есть они, проще говоря, они сохраняют русское гетто. Русское гетто. Да, против которого мы с тобой все время сохраняют русское гетто, к сожалению. И мешает интеграции, с моей точки зрения. Это мое мнение. И я хочу сказать, что несмотря на то, что да, нельзя отрицать того, что эта партия что-то сделала для людей, живущих в стране, то есть пока они много сделали. Пенсионерам они там добавили какую-то, сделали добавку к зарплате, но в то же время инфляция, за которую я считаю ответственен министр финансов, который представляет эту партию, съела давно все эти копейки, а те люди, которые
для примера, завод, на котором мы с тобой работаем, на котором работало много русскоязычных, которые отработали по 20 лет и ушли на пенсию в 2500, я считаю, что это та проблема, которую эта партия не решила. Это ее минус. Но опять-таки, хочется надеяться, что, может быть, они сумеют. Когда-то у них было 15 мандатов, они ничего не сделали. Может, они сегодня сделают что-то. А может быть, и глава их партии скоро изменится, потому что мое мнение, что он вроде бы уже себя исчерпал. Это мое мнение, сугубо. Смотри, но замены на сегодняшний день пока мы на горизонте не видим, потому что выборы через 3 дня, замену искать поздно. Можно ли сказать, что это партия Виктора Либермана? Или это просто партия «Наш дом Израиль»? Мы просим только твое личное мнение. Мое мнение, что это партия одного человека, это партия Виктора Либермана. Без него эта партия, как, кстати, партия Ехатит, без Лапида, это партия, построенная на том, что я партию построил, я список составил, я за все отвечаю, всем молчать. То есть возникает некий паханат в плане правления этих двух партий? Не, ну я не назвал бы паханатом, это может быть очень суровый термин, я бы сказал бы, что это партии одного человека. То есть партии, у которых нет плюрализма мнений. То есть высказать его можно, но нет. Такой вопрос, Илья. Какое наиболее оптимальное, или, скажем так, вот, не самое вредное, не самое негативное стечение обстоятельств коалиции совершенно противоположных партий? Например, избрались две противоположных группы по мышлению, настрою, вектору. Могут ли они между собой объединиться? Вопреки назло. Как это может быть? Могут. Последнее правительство показало, что она может объединить и сладкое, и горячее, и зеленое, и синее. Почему? Потому что партия Мерец, представитель которой, если я не ошибаюсь, Тамак Гужанский, в свое время обозвала меня фашистом, потому что я представлял партию НДИ в то время. То есть сегодня они сели вместе друг с другом, несмотря на то, что они представляют два совершенно противоположных лагеря. Более того, они усадили с собой исламистов чистой воды, которые являются, на мой взгляд, врагами нашей страны. На мой взгляд, тоже. Но не сидят вместе и как-то умудряются делить бюджет. То есть на данный момент, если я правильно понял, исходя из опыта предыдущих выборов правлений партии Кнессета, нету никаких причин для несоздания коалиции. В любом бы каком бы то ни было сценарии. Нет, есть. Почему? Потому что... Ракло Биби. Совершенно верно. Есть два лагеря. Ракло Биби. И я извиняюсь, может быть, за не самое корректное сравнение, да? Но вы помните, когда Акела в Маугли вел на охоту стаю, то шакалы ждали, а что им останется. То есть вот Акела ведет стаю на охоту. Если Акела промахнется, проблема Акелы. То есть и наша, кстати, общая проблема. Можно сказать, Илья, что некий столб Биби является неким водоразделом существующих выборов. Я всегда считаю, что есть такое понятие, как демократия. Демократия, она либо есть, либо ее нет. В данном случае демократическим путем избран лидер партии. Поэтому я не понимаю людей, которые кричат, почему он? Уберите его, и все будет хорошо. Ребята, убрать его, значит пойти против демократического принципа. К сожалению, это может быть не самый лучший общественный строй или порядок, но другого мы пока еще не изобрели. Поэтому это то, что у нас есть. Давайте мы уйдем от партии НДИ и давайте вернемся к тем, кто у нас еще идет в Кнессет. Это у нас есть две арабские партии. То есть, скажем так, это три арабские партии. Они объединены в два, и у меня вот с этим проблема. У меня иногда крыша едет. Один список переводится на русский как общий список, а второй арабский общий список. То есть, они как-то... совсем не хотят немножко подумать, чтобы как-то это призвать. А зачем? Там нечем, наверное. Илюша, скажи, пожалуйста, арабские партии в каком бы то ни было количестве и составе, это дань демократии или неотъемлемая часть израильского образа жизни? Смотри, давай начнем с того, что, во-первых, это демократия. То есть, действительно, если арабы жители Израиля, значит, они имеют право быть представленными в Кнессете. Есть у них, на мой взгляд, одна самая большая проблема. Они никогда не упустят шанс упустить свой шанс. То есть, в данном случае, если мы смотрим, у нас есть, например, партия Хадаш, одна из блока арабских партий, в которой, опять-таки, они тоже выбирают себе кандидатов в депутаты, и у них даже есть один еврей. Бывает. На старушку прорушка.
Честно, я очень не хочу, чтобы ни одна из этих партий не прошла в Кнессет. Не считаю, что они приносят много пользы арабскому народу. Они откровенно кричат, мы палестинцы, мы не израильтяне. Почему? Потому что, например, у нас есть Ахмед Тиби, возглавляющий... Врач-гинеколог. Ну, смотри, почтенная профессия. Да. Лучше бы он оставался врачом-гинекологом. Да. Смотри, в данном случае это его трудности, да? Или, может быть, проблемы арабских женщин, им не хватает врачей, и они поэтому пользуются нашими. Но вот... Что сказал? Но так как он у нас существует, и, кстати, очень давно в нашем Кнессете, и очень... Я бы сказал, что это депутат с двойным дном. Депутат с двойным дном. Почему? Потому что, с одной стороны, Ахмед Тиби очень много говорит о том, что его целью является построение палестинского государства. И более того, он всегда совершенно спокойно ездит к семьи террористов и посещает их. И... Нонсенс, короче. Да, нонсенс в нашей политике, но демократия требует представительства. Кстати, вот это для меня тоже парадокс, когда партии, которые называют себя левыми, могут сидеть в одной коалиции с депутатами, которые ездят и прославляют семьи террористов, семьи так называемых шахидов. И более того, я даже услышал такую интересную вещь, что один из депутатов Кнессета от этой партии, я специально не хочу называть имен, сказал, что палестинский партизан, стреляющий в израильского солдата, является героем, потому что он сопротивляется оккупации. И все время хочется спросить, ребята, а зачем вам оккупационный Кнессет? Ну вот, да. Давайте на этой ноте закончим. Почему? Потому что партий у нас, как вы видите, много. Это мы назвали только основные. Я же предупредил, что их 53. Но это те, которые в той или иной степени либо пройдут, либо будут близкие для того, чтобы стать нашими слугами. И они сейчас... Хочу бы сказать, ребята, смотрите, в данном случае вы услышали наиболее характерный список всего возможного, предстоящего, существующего и будущего. Просьба не ошибитесь. Не ошибитесь. Но даже вопрос не в этом, Илюша. Идите голосовать. Каждый ваш не голос, это голос кому бы то либо, кому бы вы либо не хотели, либо который потом скажется. Да, я хочу запомнить, что если вы не придете голосовать, то на самом деле вы проголосуете. Вы проголосуете только не за того, за кого вы хотели, потому что есть закон об остаточных голосах, есть закон о том, сколько стоит один мандат, поэтому вам совет. Если хотите влиять, голосуйте. Это самый главный совет, который мы будем вам ожидать. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до данного места. Ожидайте. Скоро будут новые интересные видео. Пока.